Израильские удары по Катару стали поворотным моментом в ближневосточной динамике, вызвав целую цепочку последствий, которые выходят далеко за рамки двустороннего кризиса. Реакция Турции на эти события демонстрирует, что Анкара рассматривает действия Иерусалима не только как угрозу Катару, но и как потенциальную угрозу самой себе. По информации из дипломатических источников, Турция через американских посредников передала Израилю предупреждение: если подобный удар будет нанесен и по ее территории, то ответ последует незамедлительно. Этот сигнал не оставляет сомнений в том, что Турция допускает реальность сценария израильской атаки, а значит, напряженность между двумя странами уже находится на грани прямой конфронтации. Ситуацию осложняет то, что Израиль действительно рассматривал возможность ударов по лидерам Хамас, находящимся в Турции. Однако в итоге выбрал целью Катар, опасаясь непредсказуемых последствий атаки по территории страны, члена НАТО. Этот выбор свидетельствует о том, что военное планирование Израиля включает Турцию в список потенциальных направлений давления, и вопрос лишь в том, насколько политическая цена подобного шага будет для него приемлемой. Отношения Анкары и Иерусалима давно носят конфликтный характер. Переломным моментом стал 2010 год, когда израильский спецназ атаковал турецкое судно «Мави Мармара», шедшее в сектор Газа с гуманитарным грузом. Тогда погибло 9 турецких граждан, и инцидент вызвал резкий разрыв дипломатических отношений. Несмотря на последующие попытки нормализации, взаимное недоверие так и не исчезло. Сегодняшний кризис фактически оживил старые раны, показав, что стратегического сближения между Турцией и Израилем в обозримом будущем ожидать не приходится. Внутри Турции нарастает давление со стороны общества и оппозиционных партий. В парламенте звучат призывы к жесткому ответу Израилю, а в крупнейших городах проходят массовые акции солидарности с палестинцами. Для Эрдогана это создает дополнительный вызов. Любое проявление мягкости может быть истолковано как слабость и ударить по его политическому авторитету. Поэтому риторика турецкого руководства становится все более категоричной, и вероятность практических шагов от дипломатических разрывов до военной демонстрации силы значительно возрастает. В самом Израиле также усиливается внутренняя полемика. Часть политического истеблишмента и военного командования предостерегает Нетаньяху от открытой конфронтации с Турцией, указывая на непредсказуемые последствия столкновения с членом НАТО. Однако другая часть элит считает, что именно решительность и удары по убежищам террористов в любой точке мира укрепляют позиции Израиля как державы, готовой защищать свои интересы без оглядки на международные риски. На этом фоне символической, но показательной акцией стало вмешательство турецких хакеров, которым удалось получить личный номер телефона министра обороны Израиля Исраэля Каца и даже дозвониться до него по видеосвязи. Это не только демонстрация кибервозможностей, но и прямая психологическая атака, подчеркивающая готовность Турции отвечать Израилю не только дипломатически, но и асимметрично. В то же время Катар оказался в ситуации, когда необходимо продемонстрировать твердую реакцию. Правительство страны раздумывает, какой ответ дать Израилю, понимая, что прямое военное противостояние слишком рискованно. Именно на этой основе Катар инициировал проведение экстренного арабо-исламского саммита. Саммит призван стать площадкой, где будет выработан коллективный ответ, будь то дипломатическое давление, экономические меры или создание единого фронта осуждения. Таким образом, Катар стремится перевести конфликт в многостороннее русло, заручиться поддержкой других исламских стран и не остаться один на один с Израилем. В Дохе назначен экстренный саммит на 14-15 сентября, где будут обсуждаться удары Израиля. Пока не ясно, какие лидеры прибудут на встречу, но сам факт ее проведения свидетельствует о том, что Катар рассчитывает на формирование широкой исламской коалиции в ответ на израильские авиаудары по Дохе. Эмоциональный фон усиливается похоронами жертв израильских атак, на которых присутствовал эмир Тамим бин Хамад Аль-Тани, что придало трагедии статус общенациональной травмы. Риторика Катара также становится все более жесткой. Министерство иностранных дел страны напомнило Нетаньяху,
что офис Хамас в Дохе был создан с согласия и при посредничестве США и Израиля, и что именно через него проводились многочисленные обмены и переговоры о прекращении огня. Таким образом, обвинение в укрывательстве террористов Катар рассматривает как сознательную попытку переложить ответственность и оправдать военные преступления. Турция в этой обстановке играет роль гораздо более масштабную, чем может показаться на первый взгляд. С одной стороны, Анкара давно конкурирует с Израилем за влияние в мусульманском мире, используя палестинский вопрос как важный элемент своей внешнеполитической повестки. С другой стороны, ее статус члена НАТО и стратегического партнера США делает любое нападение Израиля на турецкую территорию угрозой, выходящей за рамки регионального конфликта. Даже ограниченный удар по объектам Хамас в Турции теоретически способен вызвать кризис в отношениях Израиля не только с Анкарой, но и с Альянсом в целом. Не менее важна и позиция Вашингтона. Сообщается, что Израиль не предупредил США о готовящейся операции против Катара, что стало причиной резкого недовольства Дональда Трампа. При этом, несмотря на раздражение, стратегическая линия американской администрации остается прежней. Вашингтон продолжает считать ослабление Хамас приоритетом и фактически закрывает глаза на действия Израиля, даже если они идут вразрез с интересами США. Однако атака на Турцию могла бы стать той красной линией, за которой американская поддержка оказалась бы под угрозой. Таким образом, складывается крайне напряженная конфигурация. Израиль демонстрирует решимость наносить удары по врагам где угодно, не считаясь с международными последствиями. Турция ясно дает понять, что подобные действия в ее адрес будут означать начало прямого противостояния. Катар, в свою очередь, стремится мобилизовать исламский мир для коллективного ответа. Все это создает взрывоопасный фон, где даже небольшая ошибка или просчет могут привести к эскалации, способной перерасти в открытое военное столкновение. Фактически регион оказался на грани новой линии раскола – Израиль против Турции и Катара, за которыми может встать широкий исламский блок. И хотя пока стороны ограничиваются дипломатическими и информационными атаками, все больше факторов указывает на то, что вероятность прямого военного кризиса уже нельзя исключать. Слухи о подготовке Ирана к атаке на Израиль добавляют еще один слой неопределенности в эту сложную картину. В израильских медиа появилась информация о том, что Тегеран якобы готовит ракетный удар. Однако официальные структуры Ирана поспешили заявить, что речь идет о фейках и вбросах, исходящих от оппозиции или недостоверных источников. Несмотря на это, сама по себе циркуляция подобных сообщений вынуждает Израиль усиливать бдительность. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху экстренно прибыл в штаб Цахала после этих сообщений, хотя пока дополнительных распоряжений не последовало, а данные о передвижениях иранских ракет остаются неподтвержденными. В свою очередь, советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти осудил удар Израиля по Хамас в Дохе, назвав его агрессией, нарушающей международное право и подрывающей суверенитет государств. В то же время в Израиле не исключают, что новый этап конфликта с Ираном может вспыхнуть в ближайшие месяцы или даже внезапно, с минимальным предупреждением. Опыт последней 12-дневной войны, когда массированные авиаудары и атаки дронов серьезно повредили иранские военные объекты и ядерные центры, до сих пор свеж в памяти. По мнению израильских экспертов, Иран остается ключевым фактором региональной нестабильности, и любая его активизация на фоне уже критически напряженных отношений Израиля с Турцией и Катаром может превратить нынешний кризис в многофронтовую войну. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на Регньюз, чтобы не пропустить самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока, а также получать инсайдерскую информацию с первых рук.